В-третьих, если модель один раб другого, меня это страшно раздражает. Я не могу бессовестно пользоваться преданностью другого, ничего не отдавая взамен. А растрачивать себя на чужого человека мне совсем не хочется. Вот такая я эгоистка. Привет всем подписчикам. Сегодня фильм «Осатаневшая», 2010 год, режиссер Чан Чоль Су. В ролях Со Йон Хи, Хван Гын Хи. Бюджет $636 тысяч, сборы $1 115 000. Сюжет. Девушка, банковский работник, обслуживает клиента бабку, отказывая ей в выдаче кредита. Ну, формально вроде она права, но бабка плачет, но главная героиня непреклонна. В это время звонит телефон, ее вызывают в полицию, так как накануне она стала свидетелем убийства девушки. Ее вызывают свидетелем на опознание подозреваемых. Она, понятное дело, боится давать показания, и не зря. Выйдя из полицейского участка, она подвергается нападению со стороны подозреваемых. Возвратившись на работу, она застает бабку, благодарящую ее коллегу за положительное решение вопроса. Она зла и срывается на девушке, оскорбляя ее. Потом, подостыв, просит прощения и предлагает сходить поужинать вместе. Но в это время ее запирают в туалете. Выбравшись оттуда, она бьет по щеке девушку, но потом понимает, что ее заперла уборщица. Начальник ругается и отправляет ее в отпуск. Попутно показывают, что ей часто звонит с малой родины ее подруга и спрашивает, когда она приедет на остров. Разбирая почту, она, не читая, выбрасывает письма подруге. Почему так подробно начало фильма? Наверное, потому, чтобы понять, что за человек главная героиня. Злая, измотанная тяжелой работой в банке, неустроенная личная жизнь, а ведь она уже не так молода. И вот она на катере подплывает к острову, где ее встречает загорелая подруга, которая тоже измотана, но физическим трудом. Провожает ее в родной дом. На вопрос, почему в доме чисто, та отвечает, что прибирается там постоянно. И вырисовывается картина дружбы двух девушек. Одна воспринимает это как должное, а вторая липнет, льнет к ноге и предана как собака. У островной девушки есть дочь, муж, а у мужа брат-дебил, который насилует ее. Она подозревает, что муж насилует ее дочь. То есть для него она не родная. И она хочет покинуть остров и просит помочь подругу, но та отказывает. И тогда та решается сама предпринять побег. Но муж пытается препятствовать этому, и в драке он толкает девочку, и та, ударившись о камень, умирает. Этот факт явился спусковым крючком, она теряет рассудок. Вот бабки сидят, обедают, она собирает картошку, слишком нервно, слишком быстро, напряжение нарастает, потом она разгибается, смотрит на солнце, подходит к бабкам, пьет воду, берет в руки инструмент вроде серпа и начинает убивать этих бабусь. Она убила всех, кроме 90-летнего деда, который потом сам окочурился. Она убивает мужа и его брата. На фоне всей этой кровавой бойни есть комичная сцена, когда она забрасывает труп мужа соевой пастой и приговаривает: «Теперь тебе не больно», так как, избивая жену, муж всегда ей говорил: «Приложи соевую пасту, все пройдет». Это не шутка. В древности корейцы прикладывали пасту к ушибам и вроде как помогало. Подруга чудом спаслась, уехав с острова, но девушка-убийца едет в Сеул, и они оказываются вместе в полицейском участке, где, отбиваясь, банковская служащая убивает подругу, пронзая шею инструментом-дудочкой. В «Дружбе один раб другого» автор Печорин, а значит Лермонтов, автор «Героя нашего времени». И может ли это называться дружбой? Две подруги. Одна работает в Сеуле в банке, вроде как какая-никакая, но жизнь удалась. Вторая – никто. Ее не считают за человека, держат за рабочую скотину. В первый раз она предала подругу, когда они были подростками, сидя на пригорке. Одна учила играть, вторую играть на дудочке, но тут к ним подходят парни-хулиганы. И одна стала защищать другую, взяв в руки палку, а вторая бросила ее и убежала. Может быть, парни изнасиловали ее, ту, которую бросили. Она предала подругу во второй раз, когда на вопрос полицейского, видела ли она, кто толкнул погибшую дочь, мать или отчим, она ответила, что не видела. Бесконечное количество раз она предавала ее, когда та писала ей письма с просьбой забрать ее с дочкой в Сеул, но главная героиня выбрасывала все письма как мусор, даже не читая. В финале девушка решительно направляется в полицию и дает показания против убийц. Придя домой, встав в одежде под душ, она ложится на пол, на спину, и ее силуэт плавно перетекает в ландшафт острова, повторяющий силуэт нашей героини.
Фильм очень интересный, шокирующий правдой жизни, много чернушных сцен. Да, смотреть страшно, а думать, что это правда, еще страшнее. Вот сцена, когда брат мужа дебил насилует несчастную цинично, грубо. Оправдана ли эта сцена? Наверное, да. Что понять, почему добрая отзывчивая девушка, доведенная до отчаяния, всех мочит. Если честно, я не понимаю дружбы вообще. Во-первых, настоящая дружба занимает много времени. Надо общаться, часами говорить по телефону, выслушивая или изливая душу, куда-то ходить, приглашать к себе. Во-вторых, если дружат два сильных человека, то это выливается в постоянные споры на повышенных тонах, что тоже не есть хорошо. В-третьих, если модель один раб другого, меня это страшно раздражает. Я не могу бессовестно пользоваться преданностью другого, ничего не отдавая взамен. А растрачивать себя на чужого человека мне совсем не хочется. Вот такая я эгоистка. Нужны ли такие фильмы? Думаю, что да. Есть проблемы, их надо решать. А как их решать, если их замалчивать? На этом все. Всем пока.